Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний разбор даты рождения, который у нас произойдет, да, соответственно, это разбор даты 13.08.1981 года. Итак, понятно, что из этой даты уже понятно всем, в принципе, обывателям, что это дата рождения человека под знаком Лев. Правильно? 13.08. И карты в младших арканах, которые соответствуют, соответственно, этому числу, это такие карты, как семерка жезлов, которую я сейчас вам покажу. Также это рыцарь пентаклей, туз жезлов и паж жезлов. Давайте посмотрим, как они выглядят. И уже общий вид этих карт, он уже дает представление общее об этом человеке, соответственно, да, какую-то его характеристику. В целом по этой карте, по семерке жезлов, можно говорить о том, что это человек, да, это девушка, наверное, не знаю, наверное, я не уверена точно, потому что я чисто из комментариев эту дату взяла, из тех, кто написал мне в сообщество. Соответствует эта дата вот этой семерке жезлов и показывает борьбу и способность защищать свои интересы и преодолевать какие-то препятствия возможные, возможность защищать какие-то свои проекты, свои дела, справляться с конкуренцией, если в этом есть необходимость, допустим, на работе. Возможность давать отпор недоброжелателям, если они вдруг каким-то образом пытаются посягать на, не знаю, какие-то вещи, на которые этот человек претендует, да, соответственно, семерка жезлов. То есть человек может отстаивать свои границы, он может вступать в какие-то споры, в конфронтации, он периодически даже попадает в такие ситуации, да, эта девушка, наверное, попадает в такие ситуации, где ей приходится отстаивать личные границы или доказывать свою правоту, то есть доказывать, что нет, будет по-моему, будет именно так, но в целом вот можно говорить, что это человек смелый и готовый стоять на своем до конца, то есть человек, который не сдает своих позиций и готов защищать то, что дорого этому человеку. Вместе с тем по этой карте можно говорить о том, что человек достаточно трудолюбивый и скорее готов зарабатывать деньги, допустим, своим трудом, своей работой, не какими-то хитроумными там стратегиями или планами, нет, а вот именно работой. Более того, этому числу также соответствуют, я говорила, такие младшие арканы, как рыцарь мечей, который в целом показывает такую доблесть, отвагу, готовность тоже отстаивать свои интересы, если это необходимо, проявлять храбрость и смелость. Где-то в каких-то моментах даже гнев, если что-то не складывается так, как человек планирует, да, как он себе наметил, то, соответственно, по рыцарю мечей может проявлять даже какой-то такой вот напор. И принцесса жезлов и туз жезлов показывают, они так в тени здесь, да, но они показывают тоже готовность, если человек горит какой-то идеей, реализовывать ее, прям вкладываться на полную, какие-то новые проекты, возможно, начинать с энтузиазмом, с интересом и решительность, которой этот человек обладает. То есть здесь прям такой вот характер львиный прослеживается по этим картам, которые мы здесь видим. Следующее, что я делаю обычно, это я разбираю эту дату по периодам жизни. Периоды в жизни, насколько вы понимаете, смотрите мой YouTube-канал и мои видео, я их обычно разделяю, как, в принципе, наверное, все нумерологи, да, на 4 периода основных: первый, второй, третий и четвертый. Первый как будто бы период весны, затем период лета, второй, третий осени и четвертый условно это как период зимы. Так вот, если мы смотрим на эту дату рождения, то здесь первый период, то есть период весны, он включает период до 32 лет. Затем второй период, это период с 32, ну может быть 33, там, да, плюс-минус год, до 41 года. Затем с 41 года, соответственно, до 50 лет, это третий период. Из 50 лет и более, да, то есть до бесконечности напишем, сколько человек проживет, да, у него этот четвертый период начинается с 50 лет. Ну, он еще не наступил, само собой. Ну, смотрим, что здесь у нас есть по этим периодам. Могу точно сказать, что какой-то важный судьбоносный год, я обычно из них сразу же, да, выделяю судьбоносный год. Судьбоносный год какой-то происходит в 31 год, по крайней мере, так говорят цифры, что в 31 год, может быть, в 32, то есть вот этот вот период,
перехода с весны на лето, то есть вот этот вот период, да, конец первого, начала второго периода в 31 год, может быть в 32 года какое-то важное знаковое событие произошло, судьбоносное. Оно может быть хорошим, может быть плохим, но это что-то очень значимое и очень существенное. Я думаю, что здесь речь идет о чем-то скорее хорошем, надеюсь, потому что по тем картам, которые у нас есть дальше, да, и арканы, которые я высчитывала, здесь на это число идут карты семерка и восьмерка, соответственно, это колесница, то есть это мощное движение вперед, какой-то рывок вперед или что-то связанное с сильными переменами и продвижением к цели. И восьмерка, то есть восьмерка это, соответственно, правосудие, справедливость, то есть желание достичь справедливости, идти к цели, к своей, к чему-то справедливому, законному, правильному, там, с моральной точки зрения, с юридической точки зрения, может быть, даже что-то связано с какими-то поездками в этот период или переездами, но в целом очень такой какой-то важный год, это 31 год, когда человеку исполнилось, соответственно, вот в этот период. 31 год это получается в 2000 каком было, или 32 даже года, это было в 2013 году. Я вот так вот в скобочках напишу, что это 2013 год, то есть в 2013, может быть, в 2014 какое-то важное знаковое событие, соответственно, могло иметь место быть. Следующее, что мы здесь с вами сейчас сделаем, это мы попробуем разбить по основным периодам, соответственно, да, именно в арканах Таро, опять-таки, периоды, их всего вот этих периодов 4, да, как мы уже сказали, и в этих периодах есть какие-то ситуации судьбоносные, которые произойти должны, и они даются в плюсе этому человеку. Мы их нарисуем вот так вот сверху, соответственно. И есть ситуации, которые даются в минусе, то есть какие-то кармические якоря из прошлого, которые тянут человека вниз, и они могут проявлять себя и, соответственно, тянуть человека к каким-то негативным вариантам развития ситуации. А позитивные в плюсе это то, что идет по судьбе, то есть какие-то судьбоносные, хорошие вещи, которые человеку даются для того, чтобы вытянуть эту кармическую ситуацию наверх. То есть желательно подтягивать здесь вот эти судьбоносные ситуации будут наверх, да, соответственно, в еще больше плюс, и не давать вот этим минусам падать, то есть стараться минусы тоже подтягивать максимально хотя бы к этой изолинии, да, вот этой вот линии, которую мы здесь нарисовали, то есть тянуть наверх. Что здесь имеется в виду, я сейчас объясню. По судьбе какие-то важные события, которые здесь есть. Первая карта, первый аркан у вас здесь, это карта Мир, да, сейчас мы ее разберем. Затем второй период, я сейчас здесь напишу даты, соответственно, да, чтобы было понятнее, это 1981 год, затем 32 года или 31 год, да, соответственно, 2013 год, затем с 2013 по 2022 год, и затем следующий период начинается, когда человеку стукнет 50 лет, это будет в 2031 году. То есть вот у нас есть эти периоды, причем первый период, второй период и даже вот третий период уже имеют начало быть. То есть эти уже прошли, а это сейчас идет третий период, который мы называем здесь периодом осени, так называемой, да. Именно у этого человека попадает он уже в этот период. Здесь с 81 года по 2013 год, соответственно, идет в судьбоносных каких-то ситуациях карта Мир. Затем с 2013 по 2022 здесь шла карта Колеса Фортуны, я ее здесь оставлю. Затем с 2002 по 2031 здесь появляется карта Отшельника. Из 2031 и дальше, сколько будет уготовано этому человеку, соответственно, в этой жизни, карта Иерофант. Внизу я напишу те ситуации, которые являются кармическими, и они как будто бы даются изначально в минусе, и задача этого человека вытянуть эти ситуации в плюс, наверх. Здесь в первый период дается карта Иерофант, затем карта Влюбленные, в третий период карта Мага, и здесь карта Сила, которая также идет, собственно, в период, уже четвертый период, с 31 года, который начнется. Что здесь имеется в виду и почему эти карты здесь у вас есть? Первое, что можно сказать по этим картам, сейчас, секундочку. Я пытаюсь открыть просто еще свою запись и посмотреть
на ней, мне так будет удобнее. Первое, что можно сказать, первая карта «Мир», которая у вас здесь есть и которая дается вам в плюсе, в целом она показывает, что в этот период, то есть период до 31 года, да, там, или 32 лет, то есть с 81 года по 2013 год, у вас такая шла карта миротворца, да, карта мира, карта любви. Это карта, которая показывала, что вы, скорее всего, если вы в плюсе проживали в этот период, такими были миролюбивыми, настроенными на мир во всем мире, да, были свободны в своем мировосприятии, в мироощущении, такими легкими были на подъем, может быть, даже где-то хотели или путешествовали, или хотели путешествовать, да, то есть такие обладали широкой душой, такой душой нараспашку, при этом спокойные, уравновешенные, гармоничные, вот в таком вот духе. Если вы проживали в плюсе, если вы ставили там какие-то цели себе, то они были четкими, понятными, достижимыми, и вы их достигали. То есть здесь такая организованность, здесь такой хороший склад ума, который легко усваивает новую информацию, новые языки, новые технологии, внедряет их в свою жизнь, соответственно. То есть здесь широта интересов просматривалась, безграничные интересы какие-то, как жажда знаний, какой-то информации новой, да, хочу больше, хочу знать, хочу проявлять любознательность. Может быть, здесь какой-то богатый творческий потенциал был, и в целом такое глобальное мышление, то есть открытость миру, желание покорить этот мир, да, и при этом ощущение ценности свободы и жизни без ограничений. Я уже говорила про любовь к путешествиям, возможно, она здесь имела место быть, желание там познавать новые места, или ситуация складывалась таким образом, что нужно было где-то ездить или путешествовать, может быть, с самого рождения. Но в целом здесь период, в котором вы могли проживать этот период с миром, с гармонией, да, ну вот по карте мир. При этом в минусе, то есть в кармической ситуации, здесь карта Иерофант идет, и карта Иерофант, если мы рассматриваем ее изначально как карту, которая дается в минусе, то можно говорить о том, что она карта Иерофант, да, если в минусе, как бы в теневом аспекте, она говорит, что, возможно, у вас могли быть такие негативные моменты, как желание чересчур поучать кого-то, как надо жить, как нужно себя вести. Может быть, если мы говорим о... Вот смотрите, здесь такой диссонанс. С одной стороны, по карте мир вам в этом воплощении дается возможность познавать мир, узнавать новое, новые языки, культуры, технологии, да, то есть расширять свой кругозор, понимание вообще видения мира. А карта Иерофант, она говорит наоборот об обратной стороне, потому что Иерофант — это все традиционное, все устоявшееся и все понятное. И Иерофант, он не приемлет что-то новое, и новые технологии, там новые какие-то вещи, они ему не интересны. Ему интересно, что все было как было раньше, по-старому. И в прошлом воплощении вы, скорее всего, свою жизнь проживали как раз вот в этом состоянии такой какой-то замкнутости, скованности, ограничений, в которых вы могли находиться. А в этом воплощении вам дается возможность вот с самого начала, с этого периода, первого, да, периода расцвета, как я называю, периода весны, вам дается карта мир, то есть возможность видеть этот мир шире, желать больше, чем это было в прошлом воплощении, потому что карта Иерофант, я уже говорю, что она вот как будто бы отрицает новые знания и технологии, считает, что все новое — это ложное, все хорошее — это именно старое, да, и что не нужно ничего нового. И вот это вот убеждение, оно как будто бы тормозит в развитии этого Иерофанта и мешают развитию его окружения. Также здесь можно говорить о том, что, возможно, в негативе, вы здесь, если в негативе проживали этот период, мы помним, что нам нужно максимально тянуть в плюс, да, то есть максимально проживать этот период по карте мир, а Иерофанта вытягивать в плюс. То есть вот он отрицает новые технологии, а вам нужно наоборот стараться подтягиваться к чему-то новому, лучшему, да, большему. Карта Иерофанта — это такой учитель-наставник, который
любит поучать, навязывать свое мнение, властвовать, доминировать, может быть, а вам нужно будет, или было, да, потому что уже прошел этот период, вам нужно было не властвовать, не доминировать, не поучать, а развиваться, учиться и по карте Иерофант проявлять плюсовые качества этого Иерофанта, то есть стараться здесь все делать по порядку, здесь поступать мудро, быть доброжелательными, сочувствующими, сопереживающимися, тоже миролюбивыми, да, оптимистичными и вот как будто бы, да, быть более гибкими, более дипломатичными, возможно, развиваться духовно. Это то, что вам нужно было делать в этот период времени, и ни в коем случае не падать в минус какой-то по этому аркану. Затем следующий период, который здесь есть, с 2013 по 2022, он вообще магический, потому что здесь колесо фортуны у вас выпадает. И колесо фортуны, он показывает, что этот период мог быть особенно удачливым. Это период, когда какие-то возможности давались, и если вы их использовали, то они прям хорошо вам выходили в плюс. Плюс вы были очень легкими, позитивными, тоже общительными, во всем видели позитивные тенденции и были уверены в удаче, в успехе во всем, что вы делали. Плюс карты этой колеса фортуны также в том, что это люди, которые крутят вокруг себя этот, собственно, да, мир, и они любят быть в центре, в компании, да, в центре внимания и в центре происходящих событий в целом быть. И часто бывают инициаторами самих событий или каких-то идей, или каких-то праздников, путешествий также. То есть здесь вот карты, которые говорят о вот такой динамике хорошей и хорошем развитии в этот период, активном таком развитии, когда вы реализовывали свои идеи и могли собирать эффективный коллектив под эту свою идею, потому что вы прямо уверены были в том, что вот, да, какие-то ситуации обязательно проиграются в лучшую сторону. То есть здесь такой талант увлекать за собой людей и вера в себя, в свою удачу, какая-то склонность к лидерству, которая здесь могла иметь место быть. Но при этом карта влюбленная, которая здесь у вас есть, она, да, выпадает у вас в кармическую ситуацию, но вам нужно было бы подтягивать ее в плюс. То есть она дается в минусе, а вам нужно, вот она дается, да, изначально в минусе, а вам нужно ее перевернуть в плюс, потому что в минусе она говорит, что вы как будто бы могли бы чересчур любить какие-то красивые, роскошные вещи или какая-то тяга к роскоши, к удовольствиям, и она могла быть каким-то ограничивающим фактором для вас. Или, допустим, вы могли попадать в какие-то любовные треугольники или могли сталкиваться с проблемами в партнерских отношениях или проблемами в поиске партнера или уже имеющихся отношениях, какие-то могли быть такие ситуации. Здесь очень много могло быть какой-то мнительности, ранимости, зависимости от мнения и суждения других людей, если мы говорим в минусе. Может быть, какая-то зацикленность на партнере, там, чрезмерная ревность или неуверенность в себе, вот что-то в таком духе. А вам нужно ее перевести было в плюс, то есть прожить этот период именно в плюсе, эту карту влюбленная, то есть быть максимально неконфликтными, максимально романтичными и нести в этот мир гармонию, красоту, собственно, да, позитивно влиять на окружающих людей и максимально быть такими, знаете, здесь дипломатами в отношениях и в любви, в отношениях стараться создавать гармонию, может быть, где-то промолчать, если есть в этом необходимость, что-то простить кому-нибудь, да, возможно, если мы говорим про пары, то есть стараться избегать каких-то конфликтов и не заострять ситуации, не заострять острые углы. Это то, что нужно было бы делать, да, в плюс, чтобы вытянуть эту карту, которая изначально дается в минусе у вас в этом периоде, но вам нужно постараться ее максимально проиграть было в плюсе. Следующее. Кстати, тут карта выбора большая, потому что здесь могло быть по колесу фортуны что-то связанное с важным выбором, судьбоносным решением, которое могло повернуть колесо фортуны, да, соответственно, в ту или иную сторону. И карта влюбленная — это тоже выбор. Выбор, который влияет на другого человека. Возможно, вы это решение принимаете, либо этот человек принимает какое-то решение, оно на вас повлияло таким образом. То есть что-то очень сильно поменявшее вас, вашу жизнь. И дальше идет карта с 2013
2022 по 2031 карта отшельника вместе с картой маг. Карта маг в минусе, соответственно, да, потому что она внизу, она по кармической ситуации идет. И карта отшельника, так как она есть вверху у вас в судьбе, то она показывает, что да, возможно, вы в этом периоде более одинокими себя чувствовали, может быть, до сих пор есть какое-то чувство отрешенности, одиночества небольшого, но также это период, в котором вы чувствуете себя самодостаточными, и когда вы уже имеете эту мудрость, приобретенную с годами, которую вы получили благодаря опыту прожитому за эти годы, вы уже здесь можете и кому-то хороший совет дать, и к вашему совету прислушиваться, потому что у вас достаточно вот этого жизненного опыта и даже какой-то мудрости не по годам, которой вы здесь обладаете. Вы можете больше ценить здесь уединение и спокойствие, чем это было раньше. Вы здесь больше обладать будете рассудительностью, терпеливостью и, вот знаете, такой вот скрупулезностью в работе над какими-то деталями. В целом здесь много вот такого порядка именно и дисциплины, которую вы проявляете по этой карте. В случае с магом, если мы говорим, что этот маг здесь у вас идет в кармической ситуации, то есть как будто бы дается в минусе, то показывает, что вы можете сталкиваться здесь с ситуацией, где вы можете начинать какие-то новые дела, но до конца их не доводить. Или когда вы можете какие-то свои корыстные цели преследовать, и поэтому можете где-то хитрить или кем-то пытаться манипулировать, как фокусник, да, как лицемер, как актер, пойти на какие-то, там, не знаю, поступки, соответственно, ради своей выгоды, ради своей цели. Может быть, здесь какое-то как возможность поступать нечестно, да, вот что-то такое здесь может прослеживаться в минусе, если мы говорим по карте маг. И здесь может даваться плохо там обучение или плохо вы можете сходиться с людьми, с коллективом, соответственно, поэтому эту карту маг желательно перевернуть, потянуть ее в плюс максимально и постараться использовать все позитивные качества этого мага и постараться вытянуть эту карту, соответственно, в плюс своей способностью здесь, если что-то начали, все-таки доделывать до конца, то есть держать свое слово в отношениях на работе там, или с близкими. А здесь очень много есть чувства независимости и чувства собственного достоинства. Здесь очень много лидерских задатков и способностей, опять-таки используя все свои ресурсы, знания, опыт, вот все свои имеющиеся ресурсы, накопленные за жизнь, использовать себе в плюс, себе во благо, соответственно, по этому магу. А дальше у вас с 2031 года идет карта Иерофант, которая здесь у вас в плюсе, хотя помните, в первом периоде она была в минусе. Мы помним, что в плюсе она говорит о возможности, опять-таки, быть чуть ли не учителем для кого-то, потому что Иерофант — это мудрец, это человек, который имеет колоссальный опыт, колоссальные знания, и человек, который очень объективный, справедливый, добрый, в конце концов, контактный. Это те качества, которые вы здесь должны и будете, скорее всего, проявлять. А здесь, в принципе, человек, который любит, чтобы, опять-таки, все было по порядку, чтобы все было как будто бы правильно, вот как должно, как нужно, как должно быть. Может быть, какая-то очень сильная связь будет здесь, особенно с семьей, с вашими близкими или с родителями, потому что здесь, да, карта папы, карта священника, это карта папы. Может быть, ваша семья, ваша собственная семья здесь будет иметь просто для вас важное какое-то очень серьезное значение, и вы будете много времени посвящать именно своей семье, своему браку, допустим. Но дальше вот у вас здесь в минусе идет карта сила, она дается вам в минусе и показывает, что кармически та ситуация, которую вы проживали в прошлом воплощении по карте сила, она показывала, что вы, возможно, здесь оказывали силовое давление на своих близких или подчиненных, проявляли какую-то агрессию, принципиальность, упрямство, и в этом воплощении, в этот период они тоже могут выскакивать, эти качества здесь. Также здесь могли быть какие-то, как знаете, из-за неумения отдыхать, чувство выгорания, допустим, на работе, или какие-то здесь
ну, какие-то травмы или что-нибудь вот в таком вот духе здесь могло бы происходить. Поэтому здесь очень важно, чтобы не попадать под плохое влияние, минусовое влияние этой карты сила, стараться опять-таки вытягивать ее в плюс. То есть стараться быть максимально сильными духовно, сохранять свой эмоциональный такой позитивный настрой, то есть обладать такой страстью к жизни и сохранять ее, потому что и ваши слова, и ваши намерения, мысли обладают очень серьезной силой. Также здесь нужно сохранять активность, смелость, полноту энергии, упорство в достижении целей, которые вы будете здесь ставить для себя, и способность и умению контролировать свои эмоции и влиять на людей не силой, не агрессией, а умением находить компромиссы, договариваться, уговаривать, то есть быть такими дипломатами здесь, то есть мягкой силой влиять на окружающих людей. Потому что в прошлом воплощении, скорее всего, здесь в первом периоде были у вас какие-то ограничения, да, что вот это нельзя, это не для тебя там, или там что-то не соответствует нормам того времени или порядку там, или культуре того времени, да, то есть были какие-то ограничения или жесткие рамки в семье, в которых вы могли находиться в прошлом воплощении, не в этом. Потом по карте влюбленные могли быть какие-то трагедии там в личных отношениях, какое-то разбитое сердце, что-то вот в таком духе. Потом по карте маг человек мог разувериться и немножечко стать таким обиженным на жизнь, соответственно, и проявлять больше агрессии, жесткости и лицемерия в отношении к окружающим людям. Так в этом воплощении дается обратная сторона, дается возможность почувствовать себя свободным, возможность путешествовать, чувствовать этот мир. Я не знаю, в принципе, да, то есть как бы прочувствовать и прожить эту жизнь на максимум, с этим колесом фортуны, делать удачный выбор, удачного найти все-таки партнера или удачную работу, чтобы не повторять ошибок в прошлом, которые были у вас. То есть здесь явно был какой-то неудачный выбор в прошлом воплощении, а в этом вам нужно сделать удачный выбор, потому что он у вас как будто бы был, во всяком случае. Я говорю был, потому что прошел этот период уже, да, ну что уже 2026, а это было с 2013 по 2022. И затем карта отшельника. И Иерофант — это карты мудрости. Да, может быть, где-то отстраненности и одиночества в какой-то степени, но я думаю, что здесь больше о мудрости, о способности здесь сделать свои выводы и, используя уже эти знания, соответственно, дальше жить свою жизнь. Давайте посмотрим следующее, что еще есть здесь интересного. Есть такой интересный график, я сейчас вам его покажу, и мы его с вами вместе разберем. Мы его вместе разберем. Сейчас я его просто хочу открыть. Итак, что мы делаем? Как мы его рисуем? Мы берем вот так вот ось X и ось Y. Соответственно, здесь у нас дата рождения 1981 год. И мы от него берем 9 делений. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. А здесь мы пишем года, соответственно, 1981, затем 1993. Дальше у нас идет 2005, затем 2017, 2029, 2041, 2053 и 2065. Так, и 2065. Что здесь мы можем сказать? Мы можем сказать, я сейчас возьму, наверное, еще один фломастер. Мне бы его найти сначала, этот фломастер. Сейчас, секундочку. Вот я возьму вот так вот. Я возьму 2 фломастера. Значит, первый у нас будет самым таким основополагающим. Я его возьму черным цветом, нарисую. Это то, что вам дается в этой жизни, да, в этом воплощении. А какая линия жизни вам дается? Значит, начинается все у вас с двоечки. Вот здесь вот. Сейчас я все объясню. Затем до 93-го года этот график поднимается до уровня 5. Вот он.
Так, напишем здесь 5. Затем с 93 по 2005 этот график поднимается еще выше, он поднимается на максимум, он поднимается на уровень девятки. Затем с 2005 по 2017 график падает до уровня единицы. Вот он, уровня единицы. Из 2017 по 2029 он сохраняется на этом уровне единицы. С 2029 по 2041 год он поднимается, но незначительно поднимается на уровень четверки. Вот здесь вот. Затем с 2041 по 2053 он поднимается еще немножечко, да, ну не немножечко, а нормально на самом деле, до уровня восьмерки. Вот. И затем с 2053 по 2065 опускается до уровня двоечки. Вот он. Сюда его нарисуем. Ну и дальше, соответственно, он опять там будет подниматься, но я уже не буду это рисовать. В принципе, да, понятно, что там дальше жизнь продолжается, значит, и график будет продолжаться. Но мы сделали вот до 2065 года. Я думаю, что этого вполне более чем достаточно, потому что это 84 или 85 лет будет, да, проживете больше, и слава богу. Значит, что здесь дальше мы можем нарисовать? Можем еще один график нарисовать. График красным цветом – это то, как вы реагируете на события и вашу волю, как вы, собственно, проживаете вот этот ваш график жизни, который вам дается. Здесь он начинается тоже, по сути, с двоечки. Вот она. И мы смотрим, где эти графики будут совпадать или где будет выше или ниже эта линия. Начинается он тоже с двоечки. До 93 года он поднимается до уровня шестерки, то есть, внимание, да, он выше, чем этот график. Вот тут вот шестерка. Затем с 93 по 2005 год он опускается до уровня единицы. Вот он. Он опускается до уровня единицы. Затем с 2005 по 2017 он вообще падает вот здесь вот в ноль. С 2017 по 2029 он поднимается до девятки. Где он тут? Вот он, да? Поднимается до девятки. Затем с 2029 по 2041 вот здесь вот он опускается до уровня пятерки. И затем с 2041 по 2053, соответственно, он поднимается до восьмерки и здесь пересекается с этой восьмеркой. Из 2053 по 2065 он уже совпадает к этому графику и совпадает и идет вот здесь вот также пересекается, соответственно, с этим графиком и продолжается также с ним. Но здесь, может быть, будет чуть-чуть тоже выше. Значит, что здесь это нам говорит, о чем это нам говорит? Сейчас, секундочку. Я пока открою на почте еще у меня запись мою. Посмотрю. Итак, что у нас есть с этим графиком? Мы видим на этом графике, что у нас есть вот здесь вот этот красный график, да, он, соответственно, вот здесь вот выше. Он здесь выше, он здесь как бы значимее, будет преобладать до 90, даже я бы сказала, 94-95, да, 1994 год. В этом 1994 году, когда есть пересечение графика, вот здесь идет аркан правосудия, справедливости, то есть какое-то важное такое событие могло бы произойти по справедливости, после которого идет взлет графика наверх. Соответственно, дальше после справедливости там идет и десятка, да, то есть карта фортуны, колеса фортуны, удачливости, которая вам соответствовала там в этот период. И мы помним, что у нас где-то была карта, куда я ее дела? Да, вот я говорила, вот колеса фортуны, то есть вот оно в этом периоде у вас, соответственно, и есть. Мы там смотрели с вами, мы смотрели и говорили, что колесо фортуны у вас было с 2013 по 2022 год. То есть, соответственно, здесь, ну да, оно ж не сразу в один момент произошло. То есть, скорее всего, вот в 2005 была девятка, этот максимум, и в 2013 году, а здесь же был еще мир, соответственно, да, с 81 по 2013
2017. То есть здесь правда, вот до 22 года, во всяком случае, вот где-то до этого, до 2020-2022 года шли достаточно хорошие судьбоносные события для вас, которые вот здесь вот до этой девятки, соответственно, ситуацию вынесли, вот здесь вот был этот максимум. И даже можно сказать, что вы где-то не совсем, может быть, по графику силы воли эту волю проявляли, потому что все и так хорошо давалось, все хорошо складывалось, поэтому здесь можно было как будто не сильно напрягаться, знаете, потому что вот здесь вот вы старались, прикладывали усилия вот в этот период, а потом с 94-го как будто бы начало в чем-то вести. И вот как будто, знаете, по течению просто вот расслабились, плыли и не прикладывали особых усилий. То есть, а если даже и прикладывали, то как бы они были настолько незначительными для вас, что вам, ну, как будто бы это все легко давалось достаточно. Затем здесь вот в 2005 году, соответственно, когда есть вот этот максимум, девятка, да, максимум в плане жизненных каких-то событий, то здесь вот этот 2005 год для вас в принципе годом фортуны был. Фортуна. Да, то есть годом удачи, не знаю, 2005 год. Затем здесь у нас дальше, после 2005 года, вот с 2017, может быть, 2018 года, там, где идет пересечение графика, вот здесь вот идет у вас, соответственно, шестой аркан. Шестой аркан это влюбленные. Я нарисую сердечко. Здесь вот что-то касающееся, может быть, какого-то важного выбора или партнерских отношений, отношений в паре. То есть что-то здесь важное такое могло происходить соответственно. Затем с 2029 года, когда у вас есть подъем вот этого вот воли графика, да, проявления вашего характера на максимум. А здесь в целом можно сказать, что вот после 2018 года или 2017 у вас прям вот идет какой-то такой подъем в плане я буду бороться, я буду делать, буду достигать, да, и вы включаете на максимум вот эту вот свою карту, которую я вам показывала, да, буду доказывать, буду отстаивать свои интересы, свои границы, свои права, да, то есть это то, что вы начали здесь особенно активно делать, как будто бы. И вот здесь вот этот график, он и сейчас у вас преобладает красным цветом нарисованный. И в 2029 году, который у вас еще будет, он еще не наступил, потому что вы сейчас вот где-то вот на этом вот уровне находитесь, но вы проявляете очень много силы, воли, энергии. То есть вам не скажу, что сильно везет, прям не так легко все дается. То есть в плане жизненных каких-то ситуаций вот как будто бы вот, ну, легко ничего не дается, на все приходится прикладывать феноменальные усилия, но вам это здесь прям удается делать. Вам получается прикладывать эти усилия здесь. И вот этот подъем, который есть в 2029 году, который здесь выгоняет вас на девятку, собственно, здесь этот год соответствует карте колесница. Колесница — это движение вперед. Я напишу колесница. Колесница. То есть это движение вперед, это прям движение к цели, это какой-то вот такой вот, может быть, даже что-то связанное с поездкой, с каким-то переездом или с транспортом что-то, или с каким-то мощным рывком вперед, который вы делаете вот именно благодаря вашей настойчивости, вашей целеустремленности, которую вы здесь проявляете. И в целом, то после 29 года немножечко начнет, вот здесь 29 год, смотрите, здесь вот этот график начинает идти вверх, наконец, потому что он шел у вас с 2017 по 2029, вот как изолиния, да, одинаково, прямой. А то здесь вот это плато, которое есть, да, оно как будто бы показывало, что ничего не меняется, все как будто бы одинаково, стабильно, при том, что вам вот это стабильное не подходило, и вы хотели лучшего. Поэтому, соответственно, да, вот вам вот эта зона комфорта, которая, может быть, была некомфортна вам, да, это как болото, трясина, в которую затянуло, вам не хотелось в этом находиться состоянии, поэтому вы прикладывали мега много усилий для того, чтобы из этого состояния выйти, и вам это удалось. И в 2029 году происходит какой-то вот такой вот момент, когда начинает здесь жизненные обстоятельства складываться вам на пользу, прям начинает что-то удачно складываться, и вы начинаете меньше проявлять силы воли, характера, всего прочего, как будто немного расслабляетесь, потому что если здесь вы плыли против течения, то здесь вы наконец-то тоже плывете, но по течению, то есть вот как будто бы, да, вот просто помогаете течению вас нести дальше в правильном направлении, да, то есть вот как будто бы
поменялась роза ветров для вас здесь в 2029 году. И затем здесь у вас 2041 года также здесь еще больше какой-то будет скачок улучшений, да, еще более резкий какой-то скачок вверх, который будет вас поднимать до 2053 года. И да, вы будете прикладывать какие-то усилия 41-го. То есть это не то, что вот здесь вот вы совсем расслабились, все у вас хорошо и легко должно получаться. Нет. То есть будете над этим работать, но вам это однозначно удается как будто бы, да, поднимать эту ситуацию наверх к 53-му году. То есть и обстоятельства удачно складываются, и вы не расслабляетесь, вы прикладываете усилия. То есть хорошее сочетание. Давайте посмотрим дальше. Я сейчас вам еще хочу посмотреть. Сейчас я закрою эту страницу у меня на почте. Я бы хотела вам посмотреть еще на год, на этот год, который начался у нас сейчас, да, и который идет, это 2026 год. 2026 год, который начался и идет. Здесь у нас будут периоды, а здесь будет карта. Как она, собственно, да, какой период, какому аркану соответствовал. Вот у вас 2026 год, соответственно, вот когда он начался, то есть с 13-го, потому что у вас день рождения 13-го, с 13-го, напишем 12-го, 2025-го, я напишу, да, 2025-го, чтобы вы понимали, что это тот Новый год, не этот, который будет, а тот, который был. То есть вот с 13-12 по 13.01 2026, то есть вот вы встретили Новый год, соответственно, у вас здесь была карта, сейчас я ее найду, как мне ее найти? Сейчас найду. Я просто отложила уже эти карты, но я сейчас найду вам. Вот, карта Маг. То есть это был период для вас, вот именно вот этого вот начала года, как вы встречали Новый год. Да, периодом очень хорошим, потому что по большому счету это был период, когда вы могли, не знаю, ну по максимуму проявлять свою активность, свою волю, свою харизму, когда вы были очень энергичными, вот знаете, вот эти новогодние праздники все вдохновлены чем-то, вот такие, организовывать могли что-то, то есть здесь управление разными стихиями, как и то могли делать, и то одновременно многое успевать, и вот вы очень четко, ясно себе видели и представляли следующий год, чего вы хотите достичь, что вы хотите добиться, то есть хорошая на самом деле, да, такая карта. Дальше у вас после этой карты, соответственно, с 13.01 я уже не буду, или давайте напишу 13.01 уже 2026 года по 13.02 2026 года у вас, соответственно, следующая карта, которая шла, это шла карта смерть. И вот здесь вот, то есть получается, что с середины января по середину февраля у вас были какие-то трансформирующие события, что-то, что было связано, возможно, с серьезными переменами в вашей жизни, возможностью от чего-то освободиться, что-то выбросить или что-то отпустить из своей жизни, может быть, с кем-то или с чем-то расстаться. Возможно, вы здесь в этот период, ну я не знаю, карта смерть, может быть, вы там просто преобразились и что-то поменяли кардинально в своем мировоззрении, в своих взглядах, или начали новый период, как будто новый, соответственно, для себя какой-то этап, поэтому карта смерть здесь выпадает. То есть она не обязательно несет что-то трагичное, совершенно она так выглядит мрачно, но на самом деле она говорит просто о серьезной трансформации и переменах, которые происходят внутри вас, либо внешние какие-то изменения, где вам приходится с чем-то попрощаться, соответственно, да. Следующий период, который здесь у вас был, это период с 13.02.2026 по 13.03 2026, то есть получается с середины февраля до середины марта у вас было все более-менее как-то спокойно и стабильно, потому что шла карта умеренности, баланса, равновесия, возможности договариваться, находить компромиссы какие-то с окружающими людьми, то есть вам хотелось сохранять вот такой душевный комфорт, какое-то и спокойствие, поэтому вы все для этого делали. Дальше с 13.03.2026 года по 13.04
04 уже 2026, то есть по апрель, с середины марта по середину апреля здесь выскочила карта дьявола, которая говорила о возможных соблазнах, искушениях, каких-то ситуациях, где кто-то мог вами манипулировать или вы пытались кем-то манипулировать, возможно, какие-то зависимости, созависимости или какие-то такие вещи могли иметь место быть. Возможно, здесь по дьяволу были какие-то моменты негативные в виде конфликтов, ссор, разногласий. Тоже нужно было бы быть в этот период осторожнее в любом случае по этой карте. Следующий период у вас был с 13, следующий период, который мы смотрим, 2026 по 13.05.2026, то есть с середины апреля по середину мая. По сути, карта башни. И карта башни, она о каких-то разрушениях говорит обычно, о чем-то внезапном, спонтанном, какой-то как крах, очищение души из-за спора, конфликта какого-то или разногласия, или что-то могло сломаться, разрушиться, или что-то произойти могло внезапно. То есть вот внезапные события, не знаю, внезапно заболели, допустим, вот что-то внезапное, поэтому здесь однозначно нужно было осторожнее быть. Или внезапное озарение какой-то мыслью или информацией, которая к вам пришла, и она прям вот была для вас как такой ага-момент, да, как я раньше о таком не думал или не думала. Вот карта башни, которая здесь была у вас с 13 апреля по 13 мая, соответственно. Дальше у вас с 13, я напишу, мая 2026 года по 13 июня 2026 года идет карта звезда. Карта новых надежд, какого-то обновления, исцеления, надежды на лучшее, возможно, какой-то период, где вы ставите себе определенные цели, надеетесь на хорошие перемены в вашей жизни и вдохновляетесь какими-то чаяниями, надеждами для себя, да, новыми. Дальше с 13.06.2026 по 13.07.2026. То есть это период, который у вас относительно недавно закончился, завершился. Это карта Луна. Были какие-то непонятки, да, было что-то смутно, неясно, были какие-то страхи, переживания, возможно, волнения из-за чего-то. Возможно, вы о чем-то мечтали и не рассказывали окружающим о своих мечтах и планах по карте Луна. То есть это не обязательно страхи, могут быть и мечты, но что-то, что вы держите в тайне, либо что-то тайное, что могло выйти на поверхность, либо вы что-то в тайне держите, какой-то секрет. Но Луна — это всегда что-то вот такое плохо заметное, малозаметное или скрытое, или что-то связанное с женским организмом, беременности, не знаю, женские циклы, все, что опять-таки вот сюда можно отнести по карте Луна. Затем дальше у вас с 13.07.2026 по 13.08.2026, то есть это период сейчас, да, который идет, соответственно, у вас здесь идет карта Солнца, то есть карта прояснения каких-то вопросов, что-то становится ясным, понятным, очевидным, что-то приносит вам радость, что-то вас вдохновляет, воодушевляет, то есть очень позитивный настрой здесь у вас есть, и вы, скорее всего, радуетесь здесь каким-то хорошим событиям для вас, может быть, здесь что-то такое процветающее, хорошее для вас происходит, поэтому карта Солнца. Затем дальше с 13.08.2026 по 13.09.2026 года, то есть середина августа по середину, сейчас, секундочку, так, по середину, просто хочу те карты, что я выбрала, положить, по середину сентября у вас идет карта, нет, не колеса фортуны, карта Мир, вот она, карта Мир. Карта Мир, которая, да, является таким перескоком, потому что вот после карты Солнца у вас сразу выскакивает карта Мир. Карта Мир показывает возможность здесь достичь каких-то хороших результатов в чем-то, может быть, освободиться от чего-то или что-то опять-таки успешно завершить, может быть, почувствовать успех, триумф, когда вас окружающие хвалят. Также мир — это в целом мир, перемирие, это мир как таковой, путешествие по миру, это какие-то вот такие вот вещи, которые здесь могут быть. Может быть, вы даже куда-то едете или куда-то отдыхать едете, может быть, в отпуск или еще что-то такое. То есть мир — это в любом случае как возможность попутешествовать. Следующий период у вас с 13.09.2026
26 по 13.10.2026. И у вас здесь идет карта Шута. Шут — это, по сути, тоже, знаете, как после завершения, после карты Мир, новое начало, новый период, новый этап, открытость чему-то новому, то есть с середины сентября до середины октября. Легкомысленность даже какая-то такая, знаете, игривость и детскость может присутствовать. Может быть ситуация неопределенности, мол, не знаю, что меня ждет, не знаю, что будет дальше, да, но готова шагнуть в эту неизвестность, готова здесь рискнуть, как будто, да, сделать шаг в пустоту. Может быть, как новое начало, там новая работа, новое, не знаю, все что угодно новое, да, новое, как новый этап, который у вас начинается. Затем с 13.10.2026 по 13.11.2026 года у вас здесь идет карта сейчас, куда я ее делала, там должна быть карта Маг. Вот она, карта Маг. То есть то, что у вас было вот тут вот на Новый год, скажем, да, вот по сути повторяется эта же карта. То есть радости, такой преисполненности, новых каких-то надежд, уверенности в своей силе, активности, целеустремленности, вот такой вот мощной энергии, которую вы проявляете здесь. Какие-то хорошие ситуации складываются, могут как по волшебству, вот как будто что-то происходит вот так вот само собой, и очень вам на пользу, и вас это вдохновляет, и очень оптимистично вы смотрите, собственно, на все, да, и ясно, четко представляете дальше, что вы будете делать и чего вы хотите от этой жизни. Дальше с 13.11.2026 по 13.12.2026 у вас идет карта. Так, с 13.11.26 по 13.12 я просто проверяю своей записью, да, идет дальше Верховная Жрица. Верховная Жрица — карта каких-то, может быть, тайн, секретов, может быть, мудрости, просто которые вы стараетесь здесь руководствоваться, когда принимаете определенные решения, допустим. Но в целом это опять-таки по Верховной Жрице — это желание сохранять гармонию, это какая-то терпеливость, которая у вас здесь будет. Может быть, прислушиваться будете по максимуму там, к своей интуиции. Возможно, будете сталкиваться с ситуациями, где что-то было скрыто от вас, вы об этом узнаете, или вы попытаетесь скрыть какую-то информацию, то есть что-то не рассказывать там, о себе или своих планах на будущее. Затем с 13.12.2026 по 13.01 уже 2027, соответственно, да, 2027 у вас будет идти, сейчас, секундочку, карта Императрица, да, то есть карта матери, хозяйки, карта хранительницы семейного очага, то есть возможность заниматься домашними делами, обустраивать. Опять-таки здесь Новый год, может быть, заниматься вот этой суетой предновогодней, то есть какой-то создать уют, комфорт, вот эту обстановку праздничную, то есть желание хорошо выглядеть в этот период, желание организовать хорошо, да, там праздники и все в таком духе. Может быть, много времени уделяете здесь своей семье, может быть, вашей маме тоже, кстати, потому что Императрица — это карта матери как таковой. То есть все, что связано с материнством, с женственностью, с домом, с вот семейным очагом, это все, что для вас здесь будет в приоритете. И затем еще один момент, вот я напишу с 13.01.2027 по 13.02.2027, соответственно, то есть это уже год, который начнется, который еще не начался, который у вас будет. У вас здесь будет дальше карта умеренности, карта баланса. Где она есть у нас? Сейчас найду. Она у вас вот уже была, я ее достала снова. Карта умеренности или баланса. Она в любых колодах, вот у меня еще такая есть колода, да, изображает такого ангела. То есть здесь умиротворение, спокойствие, желание сохранять баланс и гармонию, соответственно, по карте умеренность, которая может быть до середины февраля. Но затем, обратите внимание, я уже писать не буду, но затем идет с февраля по март. Опять-таки карта дьявола, и с марта по апрель что-то связанное с башней. То есть с середины
марта до середины апреля 2027 года какие-то события по башне, то есть что-то опять-таки выбивающее почву из-под ног, что-то вот такое сокрушительное, поэтому будьте внимательнее в любом случае, но год, который у вас дальше идет, вот впереди то, что осталось, да, от того, что было еще в прошлом месяце, была карта Луны, сейчас Солнце, и дальше очень-очень позитивные карты в виде мира, шута, вот этих вот все маг, императрица, да, то есть очень хорошая карта. Это то, что у вас здесь будет до конца этого года. А в следующем будьте осторожнее, по крайней мере, ну вот весна, да, нужно будет быть, скорее всего, немножечко поосторожнее, бдительнее, да. Итак, давайте посмотрим, что здесь у нас еще можно сделать по вашей дате рождения, если очень-очень так коротко, да, смотрим. Я обычно делаю еще такую небольшую паузу, остановку на матрице судьбы. И сегодня тоже сделаем. И останавливаюсь на так называемом кармическом хвосте. Вот у вас кармический хвост, который есть, это 4, 16 и 12. И называется он... Что такое кармический хвост? Кармический хвост — это то, что изначально дается в минусе. То есть это то, что у вас проживается в этом воплощении что-то, что вы должны проработать как какую-то ошибку в прошлом воплощении. В этом вам нужно ее проработать так, чтобы максимально в плюсе прожить. Что такое 4, 16, 12? 4, 16, 12. 4 — это вот аркан императора, 16 — башня, и карта повешенного — это карта 12. Как называется этот кармический хвост? Он называется император. Вот он, собственно, здесь есть. И называется он также император возвращения значимости. Почему он называется император возвращения значимости? Потому что в прошлом воплощении, возможно, у вас, допустим, да, была какая-то ситуация, связанная с тем, что кто-то ограничивал, там, не знаю, вашу волю, и ваша задача в данном случае, в этом воплощении, управлять своей жизнью максимально, не позволять другим лицам, допустим, как-то вас сковывать, ограничивать или каким-то образом смешать вам развиваться. Так, сейчас, секундочку. То есть ваша задача здесь... Сейчас, секунду. Не хочет у меня открываться так, как я хочу. Приложение одно. Неважно, сейчас попробую так. В любом случае здесь можно говорить о том, что вот из того, что мы видим, да, по этим картам, я потому их наглядно здесь вам показала, можно говорить о том, что вы как будто бы можете либо сталкиваться с тем, что вас как будто ограничивает кто-то по императору, это кто-то властный, влиятельный, может быть, кто-то занимающий, там, не знаю, более важную позицию там в вашей семье, к примеру, муж там или отец, или начальство может как будто ограничивать вас. Вам нужно эту ситуацию тупиковую, какого-то ограничения постараться разрушить, постараться здесь разрушить какие-то ограничения, которые были у вас в прошлом воплощении, допустим, не допускать их в этом воплощении. Так. Еще называют, кстати, этот кармический хвост власть и тирания, потому что, ну, опять-таки, здесь есть этот император. И очень часто говорят, что человек по этой кармической программе, да, этому кармическому хвосту в прошлом воплощении был мужчиной. Не знаю, насколько это для вас может быть актуально, но в любом случае, как будто бы в прошлом воплощении вы могли обладать огромной властью, силой или высоким положением и злоупотреблять этой властью, либо находиться под влиянием человека, который вот использовал власть против вас, как деспот, как тиран, там жестко контролировал в чем-то или подавлял ваши желания. И поэтому вот в этом воплощении, соответственно, да, могут быть ситуации такие, как гиперконтроля, деспотизма, когда все хочется контролировать вокруг, хочется контролировать семью или
Хочется контролировать детей или коллег, или там навязывать свое мнение, не прощать там чужие ошибки. А для женщин это такой тиран в юбке, да, такой человек, который как будто бы против всего мужского или, имея такой внутренний стальной стержень, не может притянуть к себе сильного мужчину, потому что, обладая такой же жесткой хваткой, не умея проявлять мягкость, не умея проявлять истинную женственность, как будто отталкивает вот такой чрезмерной холодностью, деспотизмом. Кстати, могли бы быть какие-то проблемы с отцом, возможно, либо какие-то проблемы в отношениях, либо у таких людей, у кого такая карма. Я не говорю конкретно у вас, но могут быть ситуации, где росли без отца, допустим, или наоборот, если росли с отцом, то авторитет отца, он как будто бы давил на личность. Может быть, в этих отношениях могут быть проблемы именно в парных отношениях, в романтических, как давление на партнера, провоцирование конфликтов из-за желания там подчинять к себе. Поэтому в этом воплощении очень важно с таким кармическим хвостом отказаться от вот этого тотального контроля, научиться отпускать ситуацию, может быть, доверять близким, доверять миру и не пытаться ни в коем случае переделывать других. И да, быть лидером, но быть мягким лидером, то есть проявлять заботы больше поддержки, внимания там, к людям, которые вокруг вас, и вдохновлять, а не ломать волю. И также понимать, что важно не только материально как будто бы развиваться и расти, но также еще и развиваться духовно здесь по этим картам. Так, давайте посмотрим, что еще здесь можно сказать по тем программам, которые здесь у вас есть. Акцент есть еще на центр матрицы, там есть 8, 7 и 15 аркан, это дьявол, колесница, соответственно, и карта правосудия, но это карта сочетания, вернее, которая говорит о некой двуличности, то есть, возможно, у вас есть, и окружающие замечают, что вы тут говорите одно, там потом через какое-то время что-то другое, легко подстраиваетесь как-то под ситуацию, то есть какая-то двуличность такая может присутствовать. Но мы на этом останавливаться не будем. Давайте посмотрим еще на 2 так называемые линии отца и мамы, которые вам даются в этом воплощении, от них, что они вам передают. И по линии папы у вас есть программа 21, 4 и 10, соответственно, и еще одна программа, это программа 5, 17 и 12. А по линии мамы программа 9, 7, 16 и программа 17, 5 и 6. Да? И что можно здесь сказать? Вот давайте эти карты положу здесь. Вот 21 аркан, мы начнем с этой, вот с первой, да? 21, 4 и 10. 10 это вот он, колесо фортуны, а 4 это император. То есть вот такое сочетание карт. Это первая программа, которая есть, она дается вам, соответственно, от папы. Она называется «Угнетенная душа» или «Забытые истины». Да? О чем она говорит, эта программа, и почему она у вас выпала? Это программа по 21 аркану, да, которая показывает мир, 4 опять-таки императора и 10, которая, казалось бы, да, замечательная такая карта. Вот именно в таком сочетании опять-таки может говорить о том, что в прошлом как будто бы душа была зажата в рамки, и поэтому и называется угнетенной душой. То есть в прошлом воплощении эта душа, может быть, да, это передалось от папы, то есть у папы эта программа была. Возможно, человек подавлял свои истинные желания или какие-то выбирал жесткие рамки и подчинялся чужой воле такого императора, или подчинялся какой-то системе, и также боялся проявлять личный потенциал из-за того, что боялся, боялся какого-то расширения, боялся ошибиться, боялся нарушить правила, боялся как будто бы выйти наружу, боялся куда-то поехать. То есть как будто бы ему тяжело было уйти от застоявшихся правил. То есть было бы интересно что-то новое попробовать, но и было страшно, поэтому все по-другому страшно, значит не буду вот жить в той ситуации, в которой живу. И вот эта программа, она от папы перешла, потому что вот в минусе все программы, которые здесь давались, вот если смотреть в минусе, да, от папы, то, что перешло, это нежелание смотреть широко на мир,
это какая-то ситуация, где человек мог быть зажат в деспотичные рамки или проявлять такое, или по колесу фортуны перевернутому не верил в успех, не верил в удачу в свою, и поэтому как будто бы соглашался подчиняться тем рамкам, в которых опять-таки находился. Поэтому в этом воплощении очень важно постараться разрешить себе свободу выбора по колесу фортуны и свободу выходить за привычные рамки. Возможно, это то, что ваш папа, допустим, себе не позволял делать, а вам это делать нужно. То есть не ограничивать себя, учиться доверяться потоку жизненному или потоку Вселенной, да, а не только логике жесткой, как это делает император. И также снять с себя гиперответственность какую-то. Потому что это опять-таки то, что могло бы быть у вашего папы, допустим, да, и это то, что вы тянете на себе, соответственно. То есть вам нужно здесь постараться развивать свои таланты без оглядки на чужие мнения или ограничения, которые здесь могли бы быть. Потому что, да, как будто по карте мир мог бы быть страх заявить себе о себе миру, или страх проявить лидерство, или страх проявить ответственность, или боязнь, что что-то неудачное будет, или что удача отвернется от вас. Вот в таком вот духе. Следующая программа, которая тоже от вашего папы идет, соответственно, это программа, которая называется, я сейчас скажу, вот она, Иерофант, 5-й аркан, 17-й это звезда, и у нас снова таки идет карта повешенного. Сейчас я ее найду. Вот, и карта повешенного. И эта программа, которая тоже идет от вашего папы, она называется «Публичный позор». Сейчас разберемся, почему она так называется, да, и, соответственно, что здесь имеется в виду. Опять-таки, пятерка имеется в виду, что она в перевернутом положении идет, да, карта звезда 17-я тоже в перевернутом положении, и 12-й тоже в перевернутом, то есть карта повешенного. То есть можно говорить о том, что может быть, как будто бы, знаете, здесь был страх раньше может быть, вашего папы в прошлом воплощении, страх проявиться перед людьми, страх быть такой звездой, да, для других людей. То есть из-за того, что человек мог бояться быть осмеянным или непринятым, или непонятым, или ошибиться на виду у других. И как бы, да, вот эти вот по пятерке, которые есть по Иерофанту, которые несет правила, авторитет определенный. И здесь в минусе, потому что она в минусе изначально по этой программе здесь дается, да, потому что это то, что нужно проработать. В минусе она дает какие-то догмы, от которых тяжело уйти, или страх что-то сделать не по правильному, не по тому, что соответствует инструкции. Соответственно, 17-я карта звезды, которая отвечает за сияние, в перевернутом положении показывает, соответственно, что боится человек сиять, да, или боится быть заметным, боится известности или боится какого-то проявления себя. И вместе с вот этой вот пятеркой боязнь заявить о себе, боязнь выйти за рамки, боязнь показаться опять-таки не таким или быть непонятым или вот каким-то неправильным, соответственно. И 12-й аркан, вот здесь вот, который тоже есть, карта повешенной, как будто бы говорит, что раз меня никто не ценит, я буду лучше молчать, да, я лучше не буду заявлять о себе, буду находиться в позиции такой вот жертвы. Поэтому да, в плюсе, скорее всего, такая программа, она показывает, что у человека есть какие-то уникальные таланты и знания, возможность развиваться там перед большой аудиторией, может быть, выступать на сцене, выступать или учить других чему-то, да, но человек вот как будто бы боится, да, потому что сильный страх публичности есть или стеснение, стеснительность какая-то из-за публичности, боязнь быть раскритикованным или столкнуться с какой-то ситуацией, где кто-то будет осуждать, общество будет осуждать, и поэтому как бы, да, человек предпочитает промолчать, хотя ему есть что сказать, есть чему научить, и вообще есть вот эта способность видеть ситуацию иначе, чем другие, и возможность рассказать об этом своем видении, но человек этого не делает, потому что, соответственно, боится быть осмеянным. Это то, что вам передалось тоже как программа, которую вы несете, поэтому ее тоже нужно как бы прорабатывать. Следующий момент, давайте посмотрим по линии мамы. У вас здесь есть такие программы, как 9, 7, соответственно, и 16. Я сейчас выложу в картах ее. Это карта отшельника, это карта колесница, вот она 7-я, и 16 это башня. Что это означает?
Опять-таки, они у нас в перевернутом положении, потому что это все, да, то есть не колесница, не движение вперед, а торможение, уход в себя какой-то и башня разрушения, то есть разрушение движения. Называется это программа молчания. Программа называется молчание, но здесь, в принципе, этот отшельник, да, который здесь есть, он в какой-то степени тоже говорит про вот этот уход от общественности и желания в чем-то промолчать. Если мы говорим о программе такой, как таковой, то здесь это программа молчания, да, или ее называют духовный поиск через испытания, через этого отшельника, мудреца. В целом показывает, что как бы в минусе, да, то, что от мамы могло передаться, мог опять-таки быть ситуация закрытости от мира и уход в изоляцию, страх перед какими-то переменами быстрыми или перед какими-то катастрофами, необходимость и способность накапливать обиды, которые приводят потом к каким-то взрывам, да, вот знаете, как копить какие-то негативные эмоции, а потом раз и какая-то болезнь нервная, да, из-за этого происходит. Или вот как будто бы попытка контролировать какой-то хаос, то есть то, что должно разрушиться и обновиться, а человек пытался это контролировать, как-то себе подчинить. В плюсе от мамы могло вот по этой программе передаться способность проходить любые жизненные штормы по отшельнику и любые разрушения с башней, и проходить их и двигаться дальше на этой колеснице. То есть несмотря на какие-то ситуации, где что-то разрушилось, могли остаться одни или остаться непонятыми, как да, в одиночестве, все равно потом раз и двигались дальше, как птица Феникс. И также способность глубоко мыслить, это мудрость, которая здесь присутствует, умение слушать себя, прислушиваться к себе, к своим к внутренним каким-то моментам, да, подсознательным, а также быстро восстанавливаться, я уже говорила, после каких-то значительных потерь. То есть это программа, которая называется «Молчание», на самом деле не самая такая уж плохая, но да, она опять-таки говорит про желание промолчать, закрыться, то есть как у папы, да, вот как-то у мамы и у папы очень похожие программы получаются. И следующая программа 17, 5 и 6, которая здесь есть, давайте я ее тоже вам покажу в виде карт. 17, 5 и 6. 17 это звезда, давайте я ее найду. Вот она, звезда, 5 это иерофант и 6 это влюбленные. Влюбленные, вот она, эта карта. И такое сочетание, именно такая программа, она называется «Утрата авторитета». Да, утрата авторитета, и тоже опять-таки понимаем, что эти карты, они как будто бы в минусе, да, то есть они перевернутые, то есть карта 17, вот эта вот карта звезда, да, она в минусе, потом эта карта иерофанта в минусе, и эта карта влюбленная тоже, соответственно, в минусе. И такая программа, которая называется утрата авторитета, да, 17, 5 и 6, ее называют еще иногда гордыня или называют красота физическая и духовная. И она говорит о том, что вот в этом в прошлом воплощении, допустим, да, по линии мамы, возможно, человек обладал яркой внешностью, какими-то талантами заметными, значимыми по карте звезда, может быть, какими-то знаниями глубокими, но из-за того, что человек ставил себя выше других, да, может быть, презирал тех, кто проще или кто не дотягивает до его идеалов, то появилась гордыня, какая-то заносчивость и деление людей на достойных и недостойных. Поэтому в этом, в текущем воплощении, опять-таки по линии мамы, и это то, что могло вам передаться в минусе, может быть, какое-то как чувство, что я лучше других. Да? При этом есть страх, опять-таки, быть непризнанным, непонятым, потому что есть вот это перекрещивание с линии папы, с линии мамы, да? То есть как ощущение собственной исключительности при одновременном страхе быть непризнанным, или какая-то обидчивость на критику, осуждение окружающих, такой синдром отличника, короны на голове. И жизнь может сталкивать вас с ситуациями какого-то как унижения, чтобы вы научились равенству. Поэтому в плюсе здесь эта программа может проигрываться как принять себя и других, собственно, на равных. Может быть, отказаться от того, чтобы оценивать людей, что я лучше, этот хуже, там, этот лучше, этот хуже. Нет, то есть у каждого есть свои какие-то плюсы, да, какие-то приоритеты, какие-то преимущества или какие-то
черты, которые или качества, которые есть у этого человека, да, это не означает, что он лучше других. Нет, это означает просто, что у него есть этот талант, а у другого этого таланта нет или этого качества. Это не означает, что другой человек хуже. Нет, у этого другого есть тоже какой-то свой талант, тоже какие-то качества, которые заслуживают внимания. То есть здесь вот по этой программе важно реализовать свой творческий потенциал по карте Звезда, передавать мудрые, честные знания через любовь, через безусловное принятие, без поучений, без диктатуры, без какого-то нажима и без тирании. Это то, чему учит эта программа вас, потому что она вам тоже передалась, соответственно, от вашей мамы. Ну и вашу маму она должна была тоже этому учить, потому что это от нее, эта программа. Итак, на этом я думаю, что я завершу этот разбор даты рождения, то есть дата 13.08.1981. Надеюсь, вам такой разбор подошел, понравился. Если не понравился, тоже пишите, что именно здесь не соответствует тому, что в вашей жизни происходило или происходит на сегодняшний день, потому что это всего лишь цифры, это не расклад Таро, да, это просто цифры и соответствие с этим цифрам арканов Таро. Соответственно, мы посмотрели, как это выглядит именно в картинках, скажем, именно на картах. А вы уже можете написать, насколько это близко к реальности. В комментариях я буду очень рада, потому что так я буду хотя бы немножечко понимать, насколько вам действительно соответствует вот сказанное мной, да, и это поможет и в моей работе также в дальнейшем. Поэтому постарайтесь написать, если вам не сложно, да, основные ключевые моменты совпали или нет, и если совпали, может быть, какие именно из них. Кому интересен подобный нумерологический разбор, также пишите мне в комментарии. Можете платную функцию такую взять, она в сообществе написана. Также с удовольствием вашу дату разберу, если в этом есть необходимость. На этом с вами прощаюсь. Всем желаю всего самого наилучшего. Ну и зрительница, которая посмотрела разбор своей даты рождения, соответственно, также. До скорого.